И сейчас на ваших глазах я без чьей-либо помощи самостоятельно надену этот костюм и начну функционировать как робот. Первым делом вам нужно, чтобы все элементы вашего костюма были в зоне досягаемости, чтобы вам не приходилось тянуться и так далее. В комплекте с этим костюмом у нас идет бифлексовый черный комбинезончик, который я сейчас надену. А для начала, прежде чем я это сделаю, очень важно, чтобы вы подготовили все части. А именно, чтобы у вас здесь все было включено, потому что когда вы наденете этот костюм, вы уже не сможете здесь себе все настроить. Поэтому заранее вы должны настроить все преобразователи голоса, включить свет. Как это делается? Достаем из шлема микрофончик. Вот оно. Подключаем его. Вот здесь вот у нас есть штекер для него. Включаем преобразователь вот этими двумя кнопками. Сейчас он включен. Выключаем и включаем. Включаем здесь тоже микрофончик. Раз, два, три. Раз, два, три. Робот готов. Голос готов. Очень важно, чтобы все аккумуляторы были вставлены. Еще раз, это аккумуляторы, которые отвечают за свет. Это аккумуляторы, которые отвечают за преобразователь голоса. Настраиваем преобразователь голоса, как настроили. Все работает. Закрываем крышку. Далее вставляем обратно микрофон в шлем. Очень важный момент. Вот эти вот колонки со звуковыми эффектами тоже нужно включить. Он. Включаем. Ну и я заранее уже включил колонку со звуком голоса, вон она там, JBL. В общем, ее тоже нужно перед тем, как вы наденете костюм, включить. Теперь надеваем комбинезон. Ну вот, комбинезончик на мне, все детали в сборе, все работает, все подключено. Теперь самый интересный момент. Сколько же времени мне понадобится на то, чтобы я надел и подключил весь этот костюм? Поехали! Прежде чем будем надевать корпус, нужно вот эти вот кабели вывести, чтобы вы могли до них достать. Еще очень важный момент. Вот здесь у нас в каждой ноге есть застежка. Застежка, которая эту ногу потом в дальнейшем пристегивает вот здесь вот к корпусу. Итак, на ногах у нас кабеля и застежки. Смотрите, очень важно, чтобы вот эти все кабеля были внизу и ничего. Вот этот вот кабель тоже вы должны достать, это для головы. Ничего не попало внутрь, потому что потом вам будет сложно это все находить. Надели. Далее здесь вот следите, чтобы все кабелечки у вас были на месте. Подключаем ноги. Сначала следует подключить именно
застежки, чтобы ноги не опускались ниже положенного уровня. Поскольку я практически изобретал этот костюм, я знаю, где эти застежки находятся. А аниматорам, прежде чем надевать этот костюм, конечно, нужно его как следует изучить. Так, застежки застегнул. Далее пристегиваем штекеры, кабелечки. Питание ног, чтобы они загорелось. И сами колоночки со звуковыми эффектами. Да, приходится это делать, разумеется, на ощупь. Могу найти. Нашел. Желательно аниматору приезжать на мероприятие заранее, чтобы никуда не торопиться, спокойненько, без лишней суеты. Все подключить, все проверить и надеть костюм. Да, один кабель я потерял. Я сейчас его пытаюсь найти. Но я думаю, что я это сделаю. Так или иначе. С корпуса у нас идет два кабеля. Ага, вот, нашел. Жизнь не улучшилась. Так, я нашел второй кабель. Два кабеля для каждой ноги. Одна нога у нас горит, вторая нога еще не горит, но сейчас будет гореть. Опа. Вторая нога тоже горит. Осталось подключить колоночку со звуковыми. Есть. Теперь у меня горят две ноги. И звучат у меня тоже две ноги. Далее, наша задача подключить... подсказывает мне. Пока я это еще, слава богу, могу сделать, очень важно надеть вот эту вот балаклаву. Я забыл ее надеть в самом начале. Ну вот, легко с этим справился. Так. Ну что, теперь наша задача подключить, точнее соединить вот эти вот все части, чтобы они не болтались. А именно, что у нас тут есть? У нас есть вот это вот крепление, которое должно соединиться с креплением ластиком. Может сначала вот это? Вот здесь. Команда наших изобретателей, сборщиков с интересом смотрит на то, как я корячусь. Есть у них некоторые сомнения, справлюсь ли я. Нету сомнений. Но у меня пока все получается. Так, застегнули эти крепления. Можем застегнуть еще дополнительные вот эти крепления. Так, еще у нас есть одна застежка, которая находится в самом трудно доступном месте. Наша задача соединить вот эту часть, вот этой вот задницей. В общем, попа должна войти вот сюда, вот между группами и зафиксироваться здесь. Так. Я сам немного сомневаюсь, получится ли это у меня. Может быть, действительно стоило это делать до того, как я застегну все остальное. Центральная часть попы должна быть между вот этими губками. Так, ну и прежде чем далее мы вставим руки, мы должны включить планшет. Голова само собой, но прежде всего желательно подключить планшетик.
Так, тут у меня стоит какой-то пин-код. Надо будет его убрать. И включить, например, камеру. Поехали. Съемка идет. Надеваем голову. Здесь у нас вот есть для головы штекер. По нему идет питание на глаза и на вентиляцию. Без вентиляции в этом шлеме делать нечего. Поэтому первым делом нужно надеть и сразу же включить вентиляцию. Вентиляция, кстати, включается еще вот здесь у нас дополнительной кнопочкой. Сейчас я без вентиляции. У нас есть в костюме два вентилятора. Один дует в спину. И сейчас пошла приятная прохлада у меня по спине. А второй вентилятор дует, задувает вот по специальным каналам и обдувает нам лицо. Ну что, надеваем голову. Это сделать довольно сложно. Но можно. Но можно, да. Чем длиннее руки, тем лучше. Так. Сначала подключаем микрофон, потому что он длиннее. Сначала подключаем микрофон, потому что он длиннее. Раз, да, все работает. Теперь подключаем кабель головы. Кабель, который питает глазки и вентиляцию. О! Жизнь наладилась, дышать стало легко. Отлично. Осталась самая малость. Продеть ручки. Одну руку продеваем. Надеваем перчаточку. Ну вот, друзья, как я и обещал, я абсолютно самостоятельно влез в этот чудесный робокостюм и пошел всех ласкам подвергать, счастье и радость преподносить. Я робот, Алеша, не выключай. Я иду. Алеша, а ты планшет сможешь сам взять? Окей. Планшет сможешь взять? Сейчас Да. могу, но я не смогу, к сожалению, в этих перчатках его включать. Но это временно. Да. Вот такой вот замечательный костюм, который я надел самостоятельно.